Бургеры – это легенды мира фастфуда. В мире трудно найти человека, который хоть бы раз не пробовал это блюдо. Но какими они были раньше? Ведь история говорит, что впервые они появились еще в IV веке. Я расскажу про то, какой путь прошли привычные для нас булочки с кунжутом и котлетой до того, как обрести современную форму. А в конце покажу самые экстравагантные и необычные бургеры, которые вообще существуют в мире. Фантазия некоторых поваров действительно удивляет. Современному бургеру предшествовал дедушка-сэндвич, который по обрывкам исторических свидетельств был изобретен в XVIII веке Джоном Монтегю, четвертым графом Сэндвичем. Граф был страстным игроком в карты. Чтобы не прерывать любимую игру из-за необходимости перекусить, он просил подавать куски прохладной говядины, которую клали меж двух ломтей хлеба прямо за игровым столом. Это изобретение вызвало интерес среди знати, но не стало популярным из-за дороговизны говядины, ведь обычный люд не мог себе позволить такие излишества. Обычное мясо стало доступным для широких слоев населения лишь ближе к концу XIX века. Тогда в нью-йоркских ресторанах появился гамбургский стейк. Это была большая мясная котлета, которую часто укладывали на пшеничной лепешке, сделанной на молочной закваске. Некоторые специалисты утверждают, что его рецепт привезли немецкие иммигранты из Гамбурга. Другие считают, что это блюдо придумали повара, обслуживающие суда, плавающие между Гамбургом и Нью-Йорком. А третьи утверждают, что его придумали владельцы закусочных в Нью-Йорке, чтобы привлечь немецких разнорабочих и матросов, которые были заняты работой в порту. Но есть и русский след в появлении классического бургера. В древнеримской книге по кулинарии «Апицеевский корп» начала IV века упоминается приготовление говядины по особому рецепту. Это блюдо состояло из говядины, смешанной с кедровыми орешками, черным и зеленым перцем, а также белым вином. По сути, это ранняя форма гамбургского стейка. Когда Хубилай-хан, внук Чингисхана, захватил Москву в VIII веке, его воины привезли с собой рецепт рубленой конины. Позже это блюдо было названо стейк-тартар или тартарский бифштекс. Немецкие города-государства использовали этот рецепт, добавляя к фаршу каперсы, лук и даже икру, и продавали его на улицах. Первый ресторанный рецепт стейка тартар точно неизвестен. Описание данного блюда в литературе впервые встречается у Жюля Верна в 1875 году в его нашумевшем романе «Михаил Строгов». Схожесть между стейком тартар и некоторыми немецкими блюдами, такими как лапскаус и мет, трудно отрицать. Первая упоминавшаяся колбаса по-гамбургски датируется 1763 годом и встречается в кулинарной книге «Искусство кулинарии, изложенное просто и легко» автора Ханны Гласс. Гамбургская колбаса состоит из рубленого мяса и различных специй, таких как мускатный орех, гвоздика, черный перец, чеснок и соль, и обычно подавалась цельнозерновыми тостами. Даже сейчас это звучит очень аппетитно. Чуть позже из фарша для колбасы стали делать просто котлеты. Гамбургский стейк стал неотъемлемой частью бутерброда гамбургера. Этот вид продукта существовал в европейской кулинарной традиции задолго до появления гамбургера в Соединенных Штатах. Такие блюда, как мясной рулет, сербская плескавица, арабская кюфта и шведские фрикадельки также использовали мясной фарш в своем приготовлении, но не получили такое распространение в последующем. Вскоре после появления в ресторанах гамбургские стейки стали популярными и на уличных лотках. Владельцы этих лотков начали предлагать блюда на ярмарках, выставках и оживленных улицах, привлекая в основном работяг и проходящих мимо. Уличные продавцы скоро поняли, что гамбургский стейк не так удобно есть на ходу. Руки все время в жиру, мясо разваливается, ну и так далее. Историки до сих пор спорят, кто впервые придумал положить котлету между двумя кусками булки. Но даже в этих ранних формах бургеров уже просматривались элементы, которые мы ассоциируем с бургерами сегодня. Мясные котлеты, хлеб, соусы и овощи. Но они были далеки от современного представления о бургере с идеальной булочкой и кунжутом. Просто два куска булки или лепешки, куда пихали все, что было под рукой. Хотя мясо частенько мариновали в вине или пиве, а потом жарили на открытом огне, и это как бы помогало избавиться от душка, которым
тогда обладало большинство мясных продуктов. Бургеры больше напоминали мясные пироги, чем современные чизбургеры, но со временем они становились все более узнаваемыми. Версии о том, кто изобрел современные бургеры, различаются в зависимости от штата. И имен предполагаемых изобретателей насчитывают не менее десятка. Поэтому коснусь наиболее именитых людей, которые точно внесли большой вклад в формирование бургерной культуры. Флетчер Дэвис, повар из Афины, штат Техас, также считал себя первым изобретателем гамбургера. В 1880 году он поместил обжаренную котлету с горчицей и луком между двумя кусочками хлеба. На ярмарке в Сент-Луисе в 1904 году Флетчер и его жена продавали бургеры с небольшой лавочки, и это был настоящий фурор. Это необычное блюдо, которое можно было употреблять не прерывая осмотра экспозиции, завоевало сердца гостей выставки. Именно тогда первую версию бургера стали называть гамбургером, отсылая к гамбургскому стейку, про который я рассказывал чуть ранее. И еще одним из кулинаров, которого связывают с появлением гамбургера, был Отто Куасва. В 1891 году он включил в меню говяжьи котлеты с жареным яйцом сверху, выкладывая это все на хлеб. Моряки, посещавшие кафе, часто убирали яйцо, оставляя только котлету, и поливали все это соусом, получая удобный перекус, который можно было взять с собой. Чем это, собственно, не бургер? Хотя вообще странно, зачем они убирали яйцо? Ну да ладно. После триумфа на Всемирной выставке в Сент-Луисе казалось, что будущее гамбургеров обеспечено. Но в последующие 10 лет популярность этого блюда резко упала. За это можно благодарить книгу «Джунгли» Эптона Синклера, вышедшую в 1906 году. Автор так ярко описал ужасные условия на мясокомбинатах того времени, что тысячи американских потребителей потеряли доверие к мясным продуктам. Первая мировая война тоже не способствовала возвращению популярности гамбургерам. Антигерманские настроения затронули даже немецкие названия в меню. Рестораторы пытались исправить ситуацию, переименовывая гамбургский стейк в солсберийский и гамбургеры в бургеры свободы, но ситуацию это, увы, не спасло. Восстановить доверие публики было непросто, и на это ушло достаточно много времени. В 1916 году повар по имени Уолт Андерсон открыл ларек с гамбургерами в Уитчите, штат Канзас. Он усовершенствовал рецепт, добавив луковые кольца, и создал классическую булочку для гамбургера. Однако основным новшеством Андерсона стала открытая кухня. Гений! Он приготавливал блюда прямо на глазах своих посетителей, демонстрируя использование только высококачественных продуктов, перебарывая страх некачественного мяса. Эта новая система приготовления понравилась публике, и в 1921 году Андерсон с поддержкой бизнесмена Билли Ингрима открыл сеть ресторанов White Castle в Уитчите. Владельцы Белого замка следили за качеством, обучали персонал и настаивали на едином рецепте приготовления гамбургеров во всех ресторанах сети. Макдональдс, кстати, потом многое перенял у этих ребят. Они также первыми начали использовать печатную рекламу, размещая купоны на скидки в газетах, и договорились с университетами для публикации научных исследований о питательности гамбургеров. В начале своего существования, как и чипсы, бургеры позиционировались как полезная и здоровая пища. Белому замку удалось восстановить доверие американцев к бургерам, и быстро появились другие рестораны, стремившиеся повторить успех новаторов быстрого питания. На базе классического гамбургера возникло множество вариаций. Чизбургер с добавлением сыра, чикенбургер с куриным мясом, фишбургер с жареной рыбой и так далее. Все эти новые варианты бургеров были обобщены под термином «бургеры». В это время инновации в области транспортировки и хранения продуктов позволили снизить себестоимость бургеров. К началу Второй мировой войны бургеры в США стали не только популярным блюдом, но и доступным для абсолютно всех слоев населения. В 1940 году братья Ричард и Моррис Макдональды открыли первый ресторан «Макдоналдс» в Сан-Бернардино, Калифорния. Начальное меню включало 25 блюд, от хот-догов до барбекю. Но вот анализ продаж показал, что 80% выручки приносили именно фирменные бургеры. Макдональды ввели систему быстрого питания, сократили меню, ускорили производство и начали нанимать подростков, чтобы сэкономить на заработной плате.
Они также первыми предоставили клиентам возможность забирать заказы, не выходя из машины. Тогда это был инновационный сервис. Для целого поколения американцев бургеры из Макдональдс стали символом дальних поездок на автомобиле и ощущением свободы без границ. В 1961 году Макдональды продали свой бизнес за $2,7 миллиона Рэю Кроку, амбициозному предпринимателю. Крок окончательно стандартизировал меню и начал масштабную рекламную кампанию. К середине 1960-х годов Макдональдс превратился в национальный бренд, продвигающий фастфуд и бургеры. К концу 1970-х в США существовало более 600 ресторанов фастфудов, принадлежащих 3 десяткам конкурирующих сетей. Макдональдс оставался лидером. Но одна компания решилась бросить ему серьезный вызов. Догадываетесь, какая? В 1954 году флоридские предприниматели Дэвид Эджертон и Джеймс Маклемор приобрели фастфуд-сеть Insta Burger King. Несмотря на убыточность сети, Джеймс вложил все свои сбережения в ее расширение, полагая, что основная причина низких продаж заключается в недостаточной известности сети. После отказа от приставки Insta, сеть начала готовить котлеты на открытом огне и представила в меню Whopper, на тот момент самый крупный бургер в истории фастфуда. Рост продаж первые несколько недель составил 40%. Вся полученная прибыль была вложена в развитие сети и агрессивную рекламу. Burger King стал первой компанией, вложившейся в телевизионную рекламу и использовавшей прямые выпады в адрес конкурентов в собственных рекламных роликах. Например, в 1981 году Бургер выпустил рекламу, где маленькая Сара Мишель Геллар, на тот момент ей было всего 4 года, жаловалась, что в бургерах Макдональдс на 20% меньше мяса, чем в бургерах Burger King. Соперничество между компаниями продолжалось несколько десятилетий. В ответ на Whopper Макдональдс предложил Биг Мак, филе-о-фиш и утреннее меню с Макмаффином. Когда Бургер Кинг увлек за собой Дона Смита, третьего по значимости человека в компании и протеже самого Крока, Крок привлек гастрономического шеф-повара Рене Арена, известного своей работой для голливудских звезд и влиятельных политиков. Когда Бургер Кинг выпустил сразу 4 новых куриных сэндвича, Макдональдс ответил появлением Chicken McNuggets и детского меню. Happy Meal вызвал колоссальнейший ажиотаж. И сегодня Макдак не только лидер на рынке фастфуда, но и крупнейший распространитель игрушек в мире. Годы бургерных войн зафиксировали для Burger King второе место на рынке фастфуда. Однако создателям Whopper так и не удалось превзойти Макдональдс. Сейчас бургеры вернулись к своим корням, превратившись в предмет кулинарной фантазии и способа самовыражения на кухне. Это блюдо появляется в меню почти каждого бара или ресторана, причем повара соревнуются в необычности и роскоши своих бургеров. В качестве кулинарных экспериментов добавляют мраморную говядину, редкие виды мяса, маринованные в красном вине или других напитках, редкие виды грибов, фуагра, трюфели разных сортов, лобстеров и даже икру. Эти шедевры гастрономии подаются с изысканными видами шампанского и даже украшаются бриллиантами на зубочистке. Цены на подобные кулинарные шедевры могут достигать астрономических сумм. Например, самый дорогой бургер обошелся практически 550 тысяч рублей. Да, слава богу, что хоть не долларов, но вы представьте себе такую сумму. Нидерландский повар Роберт ван де Виен собрал его специально для книги рекордов Гиннесса. Он использовал котлету из мраморной говядины, пищевое золото и булочку с добавлением шампанского Дом Приньон. Кроме того, в состав его творения вошли белужья икра и соус барбекю с добавлением виски Маккаллан. И в то же время, часто всего в сотни метров от таких ресторанов с элитными бургерами, можно легко купить обычный гамбургер, который будет готов в течение минуты. Самое забавное, что бургер, украшенный золотом и драгоценными зубочистками, еще и может проиграть своему бюджетному собрату из того же Макдональдса. Но развитие бургеров не остановилось на одних лишь видах мяса и различных добавках. Современные рестораторы по-настоящему стараются удивить и угодить искушенным гурманам. А какой сейчас запрос? Правильно, здоровое питание и вегетарианство. Поэтому нормой стало, когда между двух булочек нет ничего мясного, лишь овощи и растительная котлета. Это не говоря уже про гонку с натуральностью продуктов.
Ведь некоторые предлагают людям бургеры с котлетами из скота, который свободно гулял и питался чистейшей альпийской травой. От бургеров с таким мясом невозможно поправиться. Морщины разглаживаются, а немые начинают говорить. Булочки постигла схожая участь. Стараются делать из полезных ингредиентов, с низкой калорийностью и гликемическим уровнем. Но стоит упомянуть, что полезные бургеры пока не в состоянии конкурировать с классическим вариантом. Может, оно и к лучшему. Ну и раз я коснулся темы необычных бургеров, то хотелось бы показать вам несколько удивительных экземпляров. Этот необычный бургер от французских дизайнеров проекта Fat and Furious Burger поражает своей оригинальностью. Послушайте внимательно. Он состоит из обезглавленных и очищенных королевских креветок, фисташек, голубого маффина, имбирного крема, сливочного сыра и свежего укропа. Вкус просто фантастический, полностью соответствует внешнему виду этого бургера. Даже слюни приходится подбирать. А это гастрономическое изобретение от компании KFC, которые в какой-то момент решили, что мяса много не бывает, и создали Double Down Burger. Что это за чудо? Вместо обычных пшеничных булочек фастфуд предложил 2 куриные котлеты, запеченные в сухарях. Такой бургер больше напоминает мясной торт, нежели классический бургер. Но поверьте, это еще не самая странная вариация этого блюда. В меню японской сети фастфудов Лоттерия относительно недавно появился бургер с лапшой и рисом. Он включает в себя лапшу рамен, латук, белый рис и тофу вместо обычных классических булочек. Подается этот необычный бургер с супом и картошкой фри и имеет весьма нестандартный вкус. Как многие говорят, сильно на любителя. Бургеры – это безумно простое, но вкусное блюдо, которым могут наслаждаться люди абсолютно любого достатка. Их эволюция была скорее визуальной, ведь суть всегда оставалась одна – вкусная котлета меж 2 булочек. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео, если оно вам понравилось, было интересно и у вас разыгрался аппетит, как и у меня. И до встречи в следующих видео. Пока!